Друзья, всем привет! Это новый влог на моем канале. Такое необычное событие происходит. Саша хочет сделать подруге сюрприз и встретиться с ней в Турции. И в этом влоге мы отправимся в Турцию, заснимем ее эмоции, покушаем вкусной турецкой еды, просто погуляем по Стамбулу. Мы летим в Стамбул. Я в Турции сам вообще ни разу не был. Для меня это будет первый раз, для жены тоже. Поэтому это новый влог, супер насыщенный. С вас комментарий, лайк, подписка. Погнали! Let's go! Сейчас отправляемся в сити-центр. Нужно кое-какие покупки совершить. Может, погуляем сегодня еще. Но сейчас уже стало в Катаре достаточно жарко. Днем гулять некомфортно. То есть я бы не советовал вообще приезжать вот июль, август, июнь сюда, потому что скучно, нечего делать, особо не погуляешь, потому что очень жарко. Так что сидите дома и езжайте куда-нибудь там в Турцию, я не знаю. В Катаре делать нечего, так же, как и в Дубае. В метро в таком VIP-вагоне. Я уже не раз снимал, что здесь разделены вагоны. Есть VIP, есть Family. С Сашей, когда мы ездим, мы постоянно ездим в Family. Вот, очень удобно. Метро беспилотное. Все очень чильно, клево, классно. Приятно ездить. Деловая сидит в VIP-вагоне. С недавнего времени здесь построили переход такой, прямо из метро. Можно выходить на улицу, практически не выходя, и зайти в торговый центр. Раньше такого не было. Также при выходе из метро есть кофейня Espresso Lab, в которой доступна скидка 15% на весь кофе для пассажиров метро. Зашли в кофейню, выпить кофейку. Прямо на выходе из метро в сити-центре находится, называется Espresso Lab. У них 15% скидка для людей, кто на метро едет, у кого карта есть. Любимую хлебом не корми, дай зайти в магазин косметики. Или с Сашей приготовить том-ям. Приехали в Carrefour закупиться. Посмотрим, что из этого получится. Вкусно будет или нет. Что значит или нет? Ну, первый раз я не готовил ни разу. Сейчас везде скидки в Катаре, во многих брендах, поэтому не удержались и зашли посмотреть, пошопиться, что есть здесь. Но выбор большой здесь, скидки хорошие. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, есть что выбрать по приемлемым ценам. Издержки семейной жизни — это ходить с женой по магазинам и ждать ее с примерочной. Ну, с этим можно смириться. Все, пошопились, закупились чуть-чуть. Сейчас едем домой, будем пробовать готовить том-ям. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, будет вкусно. Морской коктейль здесь. Получается, у нас креветки, кальмары, там еще что-то. И курица варится. И купили специальный соус. Том-ям паста. Попробуем, что из этого получится. Ну что, супчик готов. Будем пробовать.
Ну, я уже чуть-чуть попробовал, на самом деле. Получилось супер офигенно. С целыми такими креветочками. В меру острый. Просто супер. Похмельный суп. Но мне чуть-чуть еще остроты не хватает. Можно в следующий раз будем делать, добавим чуть-чуть поострее. Но вообще в целом получилось огонь. Ну что, друзья, мы собираемся уже в аэропорт, вылетаем в Турцию. Будем делать сюрприз Сашиной подруге. Катя, если ты смотришь, напиши в комментарии, будет интересно почитать. Что ты скажешь? Ты как, взволнована? Ожидаешь? Конечно, волнуюсь. Да. В общем, вещи собрали. Через пару часов уже уезжаем в аэропорт. Так что с вас подписка, лайк, комментарий. Встретимся уже в аэропорту. И как часы затмения, ждем света и земные видим сны. Друзья, мы приехали в аэропорт. Сейчас погуляем, посмотрим, насколько у нас рейс, с какого гейта. Поснимаю для вас чуть duty-free. И встретимся уже с вами в Стамбуле, в Турции. Не переключайтесь. Зашли в Duty Free, сейчас походим, может быть, что-нибудь прикупим. С горем пополам долетели в аэропорт Сабиха Gökçe. Конечно, тяжело ночью лететь, особенно на Pegasus. Места вообще мало, лоукостер, короче, тяжело. Успели поменять уже деньги. Такая котлета вышла, это всего лишь $200. Вышло 7700 лир. Курс там 38.5 в аэропорту. Сейчас вот ждем чемодан и ищем транспорт и отправляемся в отель. Голодный человек. Приехали сразу в Мак. Я сказала, что я без бургера даже не выйду никуда. С аэропорта мы решили ехать в центр на автобусе. Называются они Хавабас. И стоит с человека всего лишь 283 лиры, что примерно $7. Все, приехали, почти заселились, приехали пораньше в отель, но заселение оказывается с 2 часов. В принципе, там везде с 2 часов там было указано, мы приехали пораньше. Вот наш отель. Чуть-чуть позже туда, когда заселимся, покажем рум-тур, заснимем. Я не знаю, у меня пока смешанные чувства. Потому что, мне кажется, меня после Дохи вообще мало чем можно будет удивить. Да. Но просто другой вайб этого города. И да, ну ты же спросил первое впечатление. По первому впечатлению пока так. Отельчик такой маленький, я в таких маленьких никогда не останавливалась, интересно. Вообще просто очень жду встречи с подружкой в предвкушении, в таком легком волнении, поэтому я пока не особо наслаждаюсь городом. Вот я хочу встретиться, и тогда я смогу спокойно уже отдыхать. В общем, да, мы устали, сонные, в самолете толком не поспали. Пегасус, конечно, там места совсем мало. Не лечь, не встать, ничего. И летели мы 4 часа, то есть тоже немало. Но сейчас зашли напротив отеля
кофейня, пьем турецкий кофе, я пью туркиш кофе, Саша пьет flat white, расслабляемся, чуть отдыхаем, ждем заселения, и потом уже поедем делать сюрприз Сашиной подруге Кате. Вот, заснимем, потом вам покажем эмоции. Ну и в целом потом погуляем по городу, посмотрим. Я уже говорил, что я ни разу в Турции не был, Саша тоже в Стамбуле не была. И, в общем, будем с вами вместе открывать этот город. С вас лайк, подписка и комментарий. Исследуем улочки Стамбула. У нас отель здесь вот рядом получается. Смотри, как здесь прикольно. Я думаю, ночью здесь прикольно будет, классно. Кафе какое-то, кафе-бар. В общем, очень атмосферно. Здесь нужно быть прям очень аккуратными, потому что скутеры прям носятся туда-сюда, улочки маленькие, да и машины, кстати, тоже ездят, умудряются как-то парковаться тут еще. Но скутеры, конечно, бешеные. Вот у нас есть мысль взять в аренду тоже скутер, поездить, но что-то я смотрю, что тут людей дофига, чтобы нароком никого не сбить. Первое впечатление, эмоции, как будто в каком-то старом европейском городке гуляешь. Узкие улочки такие, кальяном пахнет здесь. Мне напоминает чем-то Будапешт. Я был в Будапеште, тоже гулял по таким вот улочкам. Там прикольно тоже. Но тут видно, что такие здания более старые. Все так зелень везде так оплетает. Ну, очень, короче, прикольно, атмосферно. Мы еще поселились в таком месте вот среди этих вот улочек в отеле. Классно. Biri sen, biri ben, iki damla yaş aktı gözlerimden. Olmadı, olduramadık. Блин, тут, конечно, атмосферно. Такой старенький Volkswagen Жук стоит. Смотри, какой раритет. Вообще прикол, да? Такие балкончики. Здесь. В общем, атмосферно. Везде растения, на улице стоят цветы. Короче, зашли, тут скидки, оказывается. Решили взять, ну я еще думаю, сандали. Такие, но очень удобные, очень похожи на Биркенстоки. Ну и прям ортопедическая подошва. Людей очень много. Видно, что прям туристический город, прям толпы людей везде. Ну, мы, в принципе, и в центре гуляем. Вот. Не знаю, как называется место, тут трамвайчик такой ездит. И, короче, да, людно. Ну, еще погода располагает, очень приятная. Мы приехали прям вовремя. Покажи. Дурум, как-то он называется, что-то в этом роде. Будем сейчас пробовать. Что, друзья, рум-тур нашего отеля, нашего номера в отеле. Если это можно так назвать. На картинках, конечно, одно, все выглядит таким большим, а в реальности совсем все маленькое. Такая комнатка, ну, симпатично выглядит. Это мы поменяли уже третью, получается, комнату. Сначала были в одном отеле, там совсем все печально было, очень маленький номер, я прям даже не снимал. Ну, может быть, фотки вставлю с букинга, покажу. Вид здесь тоже хороший, в этом, потому что там печально совсем было. Телек есть, ну, кровать двухспальная.
столик, можно посидеть. Они, видимо, вот так вот фоткали, да? Как я вообще снимаю. И выглядит как будто большое пространство, когда на 0,5 снимаешь. Да. Ну вот ванная такая, тут зеркало есть, раковина, унитаз, даже ванная небольшая есть. Ну, вид из окна такой же. Вот. Ну, неплохо. На самом деле чувствуется прям, что в городе почти 16 миллионов населения, просто везде люди. Везде машины, везде люди, везде, в общем, толпы людей. Это, честно говоря, напрягает. Жить, конечно, я бы здесь, наверное, не смог. Идем уже встречать подругу Саши. Она не знает, на ресепшене стоит, сейчас Саша будет делать сюрприз. Волнуется, капец. Да я тоже, честно говоря, волнуюсь. Будем ждать? А где 101? Выше? Я думаю. Давай, давай. Быстрей. Просто открывай эту дверь. First you both go away and the vibe is feeling strong and what's not change you a friendship, but friendship turns to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes first in the line, never get lost the steps in all the room in that line. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. Talk about feelings all that we got. Ну что, ты в шоке? Привет, привет. Друзья, сюрприз удался. Все классно. Сейчас идем в ресторан ужинать. Вот, какое-нибудь место найдем классное. Так что не пропускайте, подписывайтесь, лайк, комментарий. Ну что, Екатерина, какие ваши эмоции? Что вы расскажете вообще, когда? Пока что я не расскажу этих эмоций, потому что они непереживаемы. Скажу единственное, что если кто-то говорит, что женской дружбы не бывает, это неправда. Вы просто не умеете дружить. Вот. А Катя в шоке, Катя не ожидала. Ну, вы по ее выражению лица все видели. Так что, да, дальше будет интереснее. Мы не знаем, что будет дальше. Правда, но завтра у нас экскурсия. Сейчас мы хотим сходить куда-нибудь вкусно поужинать, погулять. Вот. Буду по ходу все снимать. Geçiremedim ki hala içimdeki kışı. Bir ses var, yürüdü yok açım. Заведение покушать называется Низам. Кто спрашивал о Низаме? Низам, тебе привет. Зашли в заведение с твоим именем. Будем вкусно кушать. Гуляем по городу, поужинали в таком необычном месте. Не очень сказал бы, что было вкусно прям, но нормально. Да. О, здесь красиво. Что? Что? Да, красиво. Что-то. А это что за здание такое интересное, зеленое? Офисы, наверное, какие-то, да? Да, трафик тут, конечно, плотники очень. Да.
Кстати, очень много здесь всяких таких попрошаек, там кто-то что-то продает, какие-то там салфетки, какие-то дети ходят, продают эти цветы, подходят прямо в ресторан, начинают тебе предлагать эти там розы, тюльпаны. Очень как-то, честно говоря, диковато выглядит, особенно после Катара, там вообще такого нет. Я когда в Грузии был, кстати, вот тут ролик можете посмотреть, кто не видел. Вот, там тоже дети по улицам ходят и предлагают разные там штуки купить. Вот. Ну, для меня это как-то, честно говоря, чуть-чуть диковато. Хотя, с другой стороны, может, они там пытаются как-то сами заработать, но, честно говоря, у меня сомнение, что они это сами прям по своей инициативе делают. Кстати, мишленовский ресторан есть. Может быть, сходим, мы рядом живем, можем сходить куда-нибудь, потом попробовать что-нибудь покушать. Здесь прикольно, кстати, немного людей, и здесь так прохладно, свежо. Машина не в тему, конечно, стала здесь вообще. Меня реально напоминает это Амстердам. Вот когда я гулял по Амстердаму, там тоже очень много таких вот улочек, и можно прям заблудиться, и, ну, очень интересно. Много таких вот прикольных исторических мест. Только успевай камеру доставать. Реально очень такой контрастный город, что делает его таким вот прям интересным. Хочется ходить, гулять, там рассматривать, прикольно. У меня в блоге не будет каких-то, знаете, там исторических данных, еще чего-то. Просто изучаю город от первого лица, показываю какие-то интересные, прикольные штуки. Необычный такой книжный магазин. Выглядит как прям бутик какой-то книг. В общем, очень прикольно здесь. Такая необычная лестница здесь есть. Ступеньки как будто из книг сделаны. Это прикольно. Девчонки фоткаются уже. И там, видимо, сверху какая-то кофейня, кафе, что там непонятно. В общем, это, оказывается, ресторан. Там на втором этаже ресторан, типа сделан в таком стиле книжного магазина. Что я еще заметил, здесь очень много таких вот маленьких магазинчиков, groceries называются. Вот можно самое необходимое такое купить. Я не видел здесь прям так много сетей каких-то, вот как у нас в Беларуси. Там много сетевых магазинов. Здесь такого нет. По всему городу типа такие стоят? Прикольно. Прикольная задумка. Очень контрастный город. Везде прям играет город красками. Вообще просто красиво. Там прям залив Босфор. Здесь какие-то там кафе, кофейни. В общем, очень прикольно. Понимаю, там до этого была улица, там, видимо, какая-то тусовочная, потому что там прям дофига народу тусовалось. Здесь мы уже зашли на какую-то такую улочку. Здесь не так людно, не так шумно. В общем, очень контрастный город. Прям все как будто европейские города в одном городе собрались. Где-то чуть-чуть от Амстердама, где-то чуть-чуть там вот Италия, еще от чего-то. В общем, интересно. Вот здесь прям улица похожа, вот вылитая Карла Маркса где-то. Как будто бы, да? Прям там некое скопление людей большое. Может, какое-то событие там проходит. Но все почему-то стоят, никуда особо не двигаются. Сейчас посмотрим, что здесь происходит. Здесь башня какая-то. Возможно, очередь куда-то. Да. Окей. Галатская башня, да, называется? Да. И что это значит? Это, говорят, какая-то популярная лестница здесь. Ну, по мне, обычная разноцветная лестница, ничего не особенного. Нет. Гуляешь по городу, и ты не чувствуешь, что ты прям дофига прошел, хотя ты дофига прошел. В гору, вниз, вверх, просто офигеть. Смотри.
А вот там вот знаменитый Галата мост. Там снизу прям он знаменит тем, что там много ресторанов под мостом. Ходим, прогуляемся там. Этот мост знаменит вот тем, что сверху там ездят машины, а снизу прям весь мост под низом там прям рестораны всякие, там кафе, рестораны. Очень необычно. Yalan yalan gözlerimdeki inan beni senden ayırır bu yürek. Ben aşkı gizlediğim gibi. Конечно, место стоит посетить. Вот этот мост. Здесь прям понаблюдать за чайками, за этим за проливом. Тут много людей тут стоят, рыбачат. Это прям очень атмосферно. На самом деле. Такая прям жизнь здесь кипит. Düşünmek yetmiyor artık. Seni istiyor her gece bu beden. Kaçıp gitsek çok uzaklara. Sen ve ben. Yalancı şahidimdir ay benim. Her gece denize vurur yakamoz. Ben aşkı senle yaşayamazsam. Так, ну что, я думаю, надо подниматься наверх, да? В общем, мы взяли тур на этом корабле по Босфорскому проливу. Сейчас будем наслаждаться, надеюсь. Ох, тут людей, конечно, дофига. Стоит это 250 лир, что где-то $7 на человека. В целом приемлемая цена, они где-то 1,5 часа катают. Это прикольно. Я думаю, можно здесь сесть, да? Или постоим? Там только есть. Садитесь здесь. Biri sen, biri ben. İki damla yaş aktı gözlerimden. Olmadı, olduramadı. Ve aşk gitti bizden. Önce sen, sonra ben. Kaydık yıldız gibi gökyüzünden. Bir türlü tutturamadık. Ve aşk gitti bizden. Bana müsaade, hadi bay bay. Bundan böyle bizi mazi sanki. Невероятно, конечно, красиво. С моря наблюдать. Вообще. İçimde uçuşan kelebekler. Bende o duygulardan hiç kalmadı eser. Biri sen, biri ben. Фантазия. Вот это кто-то нафантазировал, конечно. Это больше, чем Титаник, ты чё? Конечно. Kaydık yıldız gibi gökyüzünde. Bir türlü tutturamadık. Ve aşk gitti bizden.
tanışamadık ve aşk gitti bizden. Önce sen, sonra ben, kaydık yıldız gibi gökyüzünden. Bir türlü Нашли классное место, тут можно и покушать, и кальян покурить рядом с нашим отелем, прямо на балкончике. Вообще необычно. Там снизу там туристы, и мы здесь сидим, такой балкончик с подсветочкой. Прикольно вообще, необычно. Клево, да, здесь? Я вам скажу так. Ну? Открываю туалет. Вроде закрыла. Начинаю открывать. Выломала дверь. Ну ты мощная, Катя. Этот день мы будем заканчивать в Турции. Нам понравилось. Вам понравилось? Первый день Турции. Все было супер. Встретимся с вами уже завтра. ровный бег моей судьбы. Ночь, печаль и плеск души. Доброе утро, друзья. У нас новый день в Турции. Мы на улице Стекляли. Вот позавтракали сейчас и собираемся в тур. Заказали тур там на пеший тур на, не знаю, часов на 6-7 будет. В общем, сейчас сядем на этот трамвайчик здесь, поедем до каких-то там немецких фонтанов, я даже не знаю, где это. В общем, оттуда нас забирают и будем показывать вам красоты. Осмоловка. Да, кстати, похоже на Осмоловку. Ты была там? Да. Рядом там с площадью Победы. Прям, да. Красиво здесь. Деревья так. Деревья такие прикольные. Здесь снизу голые. 3 метра. А сверху такие макушки. Да. Красиво, прикольно. Скутер едет. Здесь опасно как бы. Мне кажется, здесь опасно пешком ходить, а им вообще пофиг, куда ехать. Ну, на Бали на скутере как будто безопаснее, мне кажется. Тебе кажется, мне кажется, там вообще еще хуже. Скилл просто сразу. О, смотрите, здесь тоже такая гора. Прям жестко. Для машин только в одну сторону ехать можно. То есть, типа, в обратную сторону ты не можешь поехать. Лопнешь, получается, что ли? Да, да. А если я не знаю, просто? Это знаешь, как в этом в игре? Need for Speed, когда ты шину Эксгумация. Просто. Сделать одну, а вот эту часть оставить. А Так, это, а во- походу, сдается вообще. Не, это не сдает. Там Ну, типа, объявление какое-то. это улица написана вообще-то. Там сбоку объявление висит. Ну, видимо, это типа реставрировать. Кто-то продает на реставрацию, а это уже отреставрировали. Кто-то сдает. Ну, это, походу, отель, да? Здесь прям красиво. Здесь классно, что зелени много. Мне кажется, в Стамбул, вот, чтобы прочувствовать его прям колорит, нужно минимум на месяц приезжать. Да. Ты будешь каждый день вот так вот ходить, и для тебя будут всегда новые места. Мы же Саш. проходили много улиц. О, Миу-Миу, Саш, смотри. Турция настолько колоритная, что у людей даже на улицах стоят холодильники. Единственное, что можно увидеть, там это есть Восточный экспресс, который, если помните, это Агата Кристи, это который там это где район Топкапы сегодня пройдем, это первый во двор, который там где самое священное место грекам, где Акроп. До нашей эры 1481 году, когда отец умер, ему было все 2 года. Пандемию начали. Проходите быстрее, а то мы так будем долго ходить. Да. Ну, вода это техническая вода, не пьется, дорогая. Катя,
Она пошла набирать. Катя! Катя, не Техническая вода, пить нельзя. Руки, да. Минутку. Сюда идет, пожалуйста. А это золото? Золотая мозаика, смотрите, пожалуйста, там это печать султана Абдулямид хан, который, помните, я сказал, это тугра называется, который, видели, красивая хореография, хакс, Да. смотрите, означает. С правой стороны, который Вильгельм II, который, видите, синий герб, который W, Да. это крест, это Вильгельм II и Абдулямид хан. Это знак благодарства нашего султана, 3 года ее собрали, это в Берлине. 22 января 1902 году султан отмечает 25-летие, и подарок это получается вот это из Германии. Тоже, да, вот приходили здесь сидели, это полностью золото, это красивое. Реальное золото? А? Золото, да? И, конечно, гранит, который, помните, я сказал, вот этот гранит, который, помните, я сказал, да? Смотрите, Хафуз Мустафа называется, который, видели, вот ее отца, Хаджи Исмаил, Хаджи, его хак совершал. Потому что раньше так было, фамилия не было. Чей сын, допустим. Меня зовут отца зовут Бахаддин Муратов, приходите сюда. Запомните, Салам алейкум. Шоколадных. Смотрите, это... Это потом старое заведение, короче. Лукум, как я сказал. Вот это лукум, там это сам производит все. Лимонады, которые, смотрите, это все, это как, скажем... Это вот можно попробовать, да? Берите, попробуйте, скажите, пожалуйста. Лайк. О, вкусно. Красный вкусный. Сюда. Вчерашние были вкусные. Ну, это тоже вкусно. Будете покупать что-то? Hello. Наверное, да. Да. Да, очень вкусно. Это каштан. Каштан? Каштановые сладости, да. Ничего себе. Это съедобный каштан. А мы ели каштаны уже, жареные. Это еду, который. Турецкие сладости. 800 лир. Такая стоит $20. Это тоже недешево, короче, здесь. Я это все не съем, но... Принесли нам сладости турецкие с мороженым. Будем пробовать. В общем, это место такое, где оставляли записки, если нужно было кому-то передать какую-то новость. Вот, с другой стороны, то есть приезжали сюда, оставляли, и человек там приезжал и забирал эту записку. Сейчас мы находимся около нулевого меридиана. Вот эта башня обозначает вот это. Какая-то реставрация идет. Прикольно. Водопровод ниже, который видели вон там. Водопровод, который видно. Вот этот трубы там, да, водопровод, я вижу, да. Есть, Никита, смотри, вот с этой стороны тоже водопровод. Это здесь университет. Туда ведет, еще раз говорю, Августианус, который вот... Площадь где Августианус. это все, раньше люди собрались, которые видели, да, вот. И как раз там это с левой стороны, который там есть, это очень известный человек, так, туда идем. Давайте. В 532 году это Юстиниан, который великий император, но на самом деле этот место раньше находился с левой стороны храм Артемида, который, помните, я сказал, матери бога Анатолия. Так было раньше. А потом, когда это завоевали это мусульмане... Это изначально он так выглядел до вот этих да, минаретов. Что, да, вот так выглядел. Сколько идет 4 реставрация? А? Сколько идет реставрация? Реставрация уже идет очень долго, потому что часто землетрясение дорогая. Из-за землетрясения, как называется, постоянно идет реставрация.
Потому что недавно тоже было землетрясение 23 апреля 6 на 2 балла, которое видели вот? Да, конечно, конечно, Вот да, это да, да. громит, да, вот это тоже, Да. скажем, это каждое землетрясение какой-то удар делает, да, вот. И как раз там это, смотрите, Собор этот Софии уже назывался раньше, получается. Сейчас реставрация идет. Ну как тебе вообще? Нравится? Вообще тур стоит брать, интересно. Конечно, я Да. сразу про это говорила. Так ты ходишь, смотришь, они обычно какие-то здания, когда рассказывают что-то интересное. Да. Мехмед, поворачивайтесь, Султан Ахмед, который... Мы на этой площади как раз таки Агустианус. С самого начала вот все кирпичные, дорогая. Туристов, конечно, тут просто тьма. Везде, повсюду. Очень много. Очень туристический город. Для жизни, Видели, вот это... наверное, нет, да? Было бы лучше для жизни, да? Есть такой камень. А вот это хамам. Там разделен на две части, получается. Там женский, здесь мужской. Говорят, очень хороший, стоит для посещения. Здесь вот это был фонтан для голубя. Чисто на какого-то маленького А он дикий, да, прям побитый такой. Да. Образование это... Красивый дом. Визирь султана здесь жил. Именно здесь учили, которые там обработки, как получается камень, как называется, это мрамор, потом это... Сделали из этого места бутик-отель Хилтон. В данный момент, Куря. который, помните, я вам сказал, гринхаус, который Да, да, называется, вот это гринхаус. Ну, дорогой вы говорили, который, да? Он дорогой. Ну, недорогой, это нормальная гостиница, By Hilton называется. У них там здесь, потом покажу впереди, и вот там это нельзя старые дома. О, ничего себе, здесь красиво. Да. А запах тут какой, конечно, вообще стоит. Прикольно. Hello. Красиво. О, у них там терраса какая-то, да? Очень уютно. Да. Надо было здесь останавливаться. Ой, очень красиво. Такой Стамбул мне нравится больше. Чем наш отель, Да. Красиво, да? Вот там терраса какая-то. Мне кажется, там вообще и чайки летают. Вообще клай. Прикольно. Очень красивое место. Рядом с голубой мечетью, рядом с этими банями, хамамом. Вот раньше здесь это был типа дом визира. Сделали из этого здания, получается, такой бутик-отель. Очень там мило, уютно. Если бы я знал об этом месте раньше, конечно, попробовали бы здесь заселиться. Сейчас потом пойдем туда наверх, посмотреть там панораму на город. Да? А мне здесь больше нравится. А что сюда? Блин, ну красиво здесь. С видом на город. Это же море, да? Чайки летают. Голубая пещера. Красиво здесь, конечно. Можно покормить их, там еду дают. С левой стороны, вон там, который есть такая коричневое здание. Замечаете, вон там? Да. Где лампочка есть? Вот эта? Да. Лампочка, смотри, коричневая. Да, Это да. Восточный экспресс, это азиатский час. Это где... Сейчас, потом сидим, что идемте, вот посмотрите, вот. В горах. Там это резиденция Эрдогана, собственно, да, Эрдогана. Здесь дворец римского императора. Ну, ведутся раскопки пока еще. Будут восстанавливать это все. Хорошая камера у вас. У меня, да. Иди. Саша, чего? Давай. Давайте. Надо как, сначала вот так, когда то пойдешь, снимайте, поднимите, понял, да? Вот так. Давай. Таня, знаешь, что стань вот туда. О,
Давай, Саша, чего? Сейчас, еще. Ты вилку просто держишь, у тебя ничего нет уже. Давай, принесу еще. Смотрите, как чайки едят. Ну, здесь, конечно, очень красиво. Да, я бы учился с таким видом. Университет какой-то. Люди просто везде. Заказали Uber, бус какой-то. Я первый раз такой вообще вижу. Тогда я в других городах такого не видел. Это нам неприятно и непривычно. На этом моменте, друзья, я забыл включить микрофон и записывал все время без микрофона. Поэтому просто предлагаю вам насладиться видами. В ресторане мы пошли покушать в ресторан вечером. Шикарным видом. Было просто незабываемо красиво и очень вкусно. Enjoy! Yalan yalan gözlerimdeki inan beni senden ayırır bu yürek. Ben aşkı gizlediğim gibi serde bir an dalıp kendimi unutup dün gibi anılarla avunup biraz daha kopuyorum. Да, на этой красивой вечерней ноте сегодняшний день будем заканчивать. Встретимся с вами в новом дне. Завтра у нас последний день в Стамбуле. И уже выдвигаемся снова в Катар. С вас лайк, подписка, коммент. До встречи. Друзья, доброе утро. У нас утро. Это новый день в Стамбуле. Проснулись, а у нас нет воды. Начали разбираться, в чем дело. Оказалось, во всем районе отключили воду. Район Биоглу. Сейчас хотим сходить куда-нибудь позавтракать. Вот этот знаменитый турецкий завтрак с множеством тарелочек где-нибудь на крыше. Попытаемся найти какое-нибудь классное место. Сейчас вот стою тут, открыл окно. Сейчас покажу вам вид из нашего окна. Вот такой вот вид. Узкие улочки. Дома очень близко друг к другу стоят. И тут еще и машины ездят. Я вообще удивляюсь, как они здесь ездят. Очень сложно разворачиваться, поворачивать здесь. Просто герои просто. Вообще в целом прикольное место, когда здесь мало людей и нет машин. Ночью достаточно тихо, то есть тут не шумно. У нас прям на последнем этаже номер, поэтому видно все. Дома, прикольно. Вот там уже Босфор слева. Сейчас мы пойдем туда ближе к Босфору. Вот, будем искать какое-нибудь классное место, чтобы позавтракать. И на завтрак на улице Истикляль нашли классное место. Мадо, по-моему, называется. Как-то оно на самой крыше с видом на Босфор, на море. Очень-очень классно. Заказали там большие завтраки, 2 больших завтрака на 6. Вышло где-то 3600 лир, что где-то $100. Ну, на 6 это выходит там вообще ерунда. Вот, и сейчас покажу вам вид. Вот такой шикарный вид. Из окна открывается. Вот, место называется Мадо. Кому, может, интересно будет, на улице Истикляль. Ну, типа... А мои выкладки.
Это кажется тебе. Сейчас все накинутся и все съедим. О, это знаю. Да. Это наши деликатесы. Что там, пахлава? Да. So one more breakfast, lady. Thank you. This is just aperitif. We'll go for the main course also. Breakfast finish, another one breakfast. Okay, okay. And all day breakfast. Yeah. All day breakfast. Всем приятного аппетита. Ой, спасибо, слушайте, ну это прямо роскошь. Саш, это неизбежно. Да, тут реально одного завтрака на 6 хватило бы. Да. Это какие-то бесконечные ступеньки, горки. Кать, точно так идем? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the... Ну вид, как будто, знаешь, мне Перу напоминает. Ну да, набережную, да. На Перле даже красивее, я бы сказала. Не, ну там таких видов нет на Перле, Ну это понятно, как но здесь. по- Горы. По вайбу на Crystal Walk похоже. И на Crystal Walk. Просто, Да, понимаешь, в Катаре все очень вылизано люксово. А здесь вот именно... Меня еще смутило, что вот этот район, вход по турникету. То есть, типа, сюда не всех, что ли, пускают? То есть, типа, просто так сюда не зайти. Ну, может быть, да. Напоминает это, кстати, вот Мушереп Даунтаун. Вот это место. Да, похоже. Чем-то, да? Ну, красиво здесь. Прикинь, вот там вот сесть. Можем там сесть, кофейку выпить. Да? Насладиться видом. Здесь реально как вот в Сан-Тропе, наверное, или там Монако, где-то еще. Там такие виды, горы, эти здания на холмах, виллы, коттеджи, я не знаю, что там, обычные дома, яхты здесь. Ну, кстати, яхт не так много, много таких вот лайнеров. Вот там один, там второй. Ну и паромы тут ездят, а яхт, ну, особо нет здесь. Заметили, кстати, что яхт нет здесь? Таких лайнеры, паромы, яхт я не вижу. Ну что, друзья, не думал я, что буду концовку записывать такую. Мы пока еще в Стамбуле, но вот вчера узнали такие новости. Да, в Катар атаковали, военную базу в Катаре, вернее, атаковали. Воздушное пространство было закрыто. Еще вчера мы сидели и были такие на панике, думали, что делать. Нужно было решение принимать. В итоге приняли решение подождать. И, ну, не прогадали. Сегодня воздушное пространство открыто. Мы уже собираем вещи, улетаем из Стамбула в Катар. Вот, влог получился насыщенным, но концовка вот такая чуть-чуть получилась напряженная. У нас, по крайней мере, видео я это не передавал, но вот говорю сейчас. В целом, в Стамбуле тебе как вообще, вот, твои эмоции, ты что мне скажешь? В целом понравилось. В целом понравилось, да? Да. Вот, ну, есть Я свои... же с подругой встретилась. Ну да, есть свои Да. издержки, я как бы, ну, я не знаю, я бы, наверное, если бы вернулся, то в какой-то, наверное, другой район, в другом отеле, вот, у меня двоякие ощущения, я бы не сказал, что я прям как-то получил удовольствие, кайфанул, да, классно, прикольно здесь, архитектура классная, однозначно я рад, что мы взяли гида, и с гидом абсолютно по-другому, то есть нас поводили по местам каким-то, там показали все. Вот. Ну, мне кажется, нам показали все 10-15% от того, что есть. То, что мы все равно крутились там в одном районе, особо там далеко куда-то не ходили. Вот так, в общем. Советую, не советую, я не знаю, ничего не буду говорить. Стамбул, наверное, стоит посетить хотя бы один раз, посмотреть вот эту историю, архитектуру. Вот. У меня смешанные чувства. 50-50.
Буду держать в курсе каких-то новостей, если что-то будет случаться. На этом видео закончу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Всем пока.